Друзья, всем привет! Как вы знаете, нет ничего идеального в этом мире, ну и соответственно HyperOS 3 Global не есть исключением. В этой версии оболочки есть определенного рода проблемы, которые мы постараемся сегодня исправить. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Можно долго там спорить, смеяться, что HyperOS 3 Global там с кучей проблем, но опять же есть некоторые моменты, которые мы с вами можем исправить. Ну и в частности, одна из таких проблем, которая встречается у многих, кто обновился с HyperOS 2 Global на HyperOS 3 Global, это то, что появляются в шторке некоторые дополнительные плашки над, соответственно, Wi-Fi и мобильной сетью. Это так называемые вызовы по Wi-Fi. Много очень споров там на форуме ФОПДА, там стоит, не стоит это делать, ну и тому подобное. И перед тем, как мы с вами далее пойдем, хотел бы вас предостеречь о следующем, что все те действия, которые мы с вами сегодня выполняем, могут за собой повлечь отключение таких функций, как Voice LTE, а также вызовы через Wi-Fi. Это важный момент, чтобы вы потом мне не писали в комментариях, что я не предупреждал, ну и тому подобное. В любом случае у нас есть с вами выбор, либо убирать эти назойливые плашки в шторке, либо же лишиться этих опций, хотя опять же тут каждый уже выбирает для себя, что ему нужно делать. Если вы определились с тем, что вы готовы это все провернуть, что вам не нравятся вот эти дополнительные плиточки в шторке, мы с вами возвращаемся в главное меню настроек, нажимаем о телефоне и дальше видим версия OS для POCO. Ну допустим у меня на примере POCO F7. Хотя, опять же, сразу хочу оговориться, что у меня в принципе никогда не было этих плашек. Так вот, когда мы долго понажимали, мы с вами активировали режим для разработчиков. Опускаемся ниже и нажимаем на расширенные настройки. Здесь нам потребуется зайти в раздел для разработчиков и, соответственно, активировать следующие разделы, такие как отладка по USB, установка через USB, отладка по USB и, соответственно, кроме всего этого, нам потребуется с вами отладка по Wi-Fi. И никаких больше дополнительных действий по типу разблокировки загрузчика, там установки там целой вереницы приложух вам не потребуется. Мы с вами заходим теперь в отладку по USB. Мы ее с вами, соответственно, активируем, и важно, чтобы ваше устройство было подсоединено к Wi-Fi. И дальше, чтобы нам связать условно наше устройство с виртуальной программой, ну или же с консолью, нам потребуется LADB. Приложуха, которая, кстати, почему-то стала платной в Play Market. Ну и как вы понимаете, я не могу вас бросить в беде, и чтобы вы там не оплачивали там, по-моему, $2 или $2,5 за эту приложуху, в описании будет ссылочка как раз в посте оригинальном, который в моем телеграм-канале, там будет эта приложуха. Вы качаете, как обычную АПК-шку ставите, то есть ничего в этом такого заурядного нет. Дабы нам все правильно сделать, дальше разделяем с вами экран. Кстати, не очень часто я эту опцию использую, но вот видите, раз в году оно нам с вами может пригодиться. Далее, смотрите, мы с вами нажимаем «Подключить устройство» с помощью кода подключения. И дальше что нам потребуется? Номер порта нам потребуется вот эти последние 5 цифр, а соответственно код подключения мы вводим во вторую графу. Значит, сейчас давайте с вами это все вводить. И как только мы все эти правильные циферки ввели, нажимаем на Pair. После чего, да, тут может вылезти такая история, откуда мы это все скачали, но нам самое главное получить то, что наша отладка по USB будет активирована. И как только вы видите надпись Success, это означает, что вы можете вводить сюда абсолютно любые команды, которые можно выполнять на самом смартфоне. И, кстати говоря, с помощью LADB можно выполнить подмену файла на вашем устройстве. То есть не только через Brevent это можно делать, а можно и через LADB. Далее, что нам с вами необходимо? Мы с вами ищем команду, которая также будет в описании под этим видеороликом. Там также написаны все моменты этого всего метода. Дальше мы с вами вводим эту команду, вернее вставляем ее сюда и после чего нажимаем «Отправить». Далее, если получается у вас данной истории нет, то есть вы ее когда-то удаляли, вам вылезет ошибка именно failure. Если же у вас эта приложуха есть, вы ее никогда не удаляли или не трогали вообще в принципе, то вам также вылезет success или down, ну что-то из этого разряда. Далее, смотрите, получается, хоть я эти все действия проделаю, и мне приложуха пишет, что not installed, то есть вообще в принципе у меня эта вся история не установлена, мы с вами возвращаемся обратно в настройки сим-карты, и, друзья, внимание, как вы могли опять же в начале заметить, что у меня опции Voice LTE, а также вызовы через Wi-Fi никуда не пропали. Опять же, я не знаю, почему такой рандом именно у кого-то пропадает, у кого-то остается, но со своей стороны я вас предупредил.
Если у вас возникнет вопрос, что же нам сделать в плане того, как это все вернуть, то это можно спокойно сделать с помощью приложухи ADB App Control. Да, она для компьютера, вы, получается, подключаете смартфон к компьютеру, там всевозможные отладки выдаете, в разделе приложения будет подпункт удаленные, и там вы сможете эту приложуху Carrier, там Services восстановить. Так что не думайте, что это вы прям удаляете все в один конец, и что после этого у вас ничего работать не будет. Устройство в bootloop не уйдет, соответственно, звонки у вас будут приниматься аппаратом, ну то есть за это можете не переживать, но вот то, что могут Voice LTE там и вызовы по Wi-Fi пропасть, как бы это да, есть некоторым таким нюансом этого метода. И вторая проблема, которая также присутствует в новой HyperOS 3 Global, это вопрос касательно автономности. Кто бы там что ни писал и не рассказывал, что вот HyperOS 3 Global самая лучшая оболочка по автономности, что ее нужно себе поставить, что это лучшее, что вообще компания Xiaomi выпускала, это все будет введение в заблуждение. На глобальной прошивке автономность лучше не стала, а даже в некоторых моментах она будет хуже. Но чтобы нам хоть как-то с вами повлиять на всю эту историю, мы с вами можем сделать следующее. Обновить приложение «Безопасность» до самого актуального, поменять регион на Индию и активировать режим «Ночной». И что это означает? Ночью, когда вы не пользуетесь приложением, система автоматически закрывает фоновые процессы, которые могут влиять на автономность вашего аппарата. Да, это удобно, когда вот все так автоматизированно выполняется, и вы ничего дополнительного не делаете. Всякие там таск-киллеры не качаете еще какие-нибудь там приложухи, ну и тому подобное. То есть с помощью такой стоковой фичи еще одну проблему в HyperOS 3 Global мы можем с вами исправить. Что же касается проблем там с оптимизацией, быстродействиями и анимациями на там смартфонах Poco, Redmi и Xiaomi, то это решается путем обновления стокового лаунчера. На примере Xiaomi это будет системная оболочка, на примере смартфонов Poco это будет Poco лаунчер. Новые версии являются собой куда более улучшенный продукт, нежели это было ранее, потому также вам могу это все дело рекомендовать. Ну а если я забыл о каких-то нюансах, проблемах HyperOS 3 Global, пишите об этом в комментарии, насколько будет возможно вам помогу, или же сделаю еще один видеоролик с решением тех проблем, о которых вы напишите. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.